Эти иранцы, они непредсказуемые. С ними вообще невозможно. Ну да. Да, поэтому сразу же сдали назад, начали связываться, говорить: слушайте, да мы так несерьезно ударили, да ну так получилось, ну простите нас, пожалуйста. А Иран говорит, что а вы нам денежку заплатите. Видишь, так серьезный разговор. Конечно же, с точки зрения Российской Федерации, сделать из Ирана прокси для ударов по центру принятия решений. Раз уж если мы в силу каких-то причин этого не делаем, то пускай бы хоть Иран запустил там десяток ракет, которые мы сами, может быть, им там тихонечко поможем сделать или передадим. Там же находят наши герани на американских базах с нашей системой наведения прямо на кириллицу там написано на блоках. Да. Это хорошая система наведения, да, точно бьет. Вот. Единственное, что вопрос, может быть, это хитрая игра администрации Трампа. Если Европа не хочет напрямую помогать США воевать в Иране, то вот такая провокация со стороны Зеленского, возможно, послужит поводом для ответа Ирана, и тогда европейцы будут вынуждены помогать, потому что ну вот с двух сторон Иран и Россия погасили Украину, в Европе для них проигрыш Украины — это по большому счету проигрыш самой Европы и тех элит, которые сегодня вкладываются. Нет, там другая логика. Эти Соединенные Штаты с американцами, кстати, простые американцы, это очень открытые такие. Понятно, что их накручивают пропаганда антироссийские. Они, кстати, на русских достаточно похожи. Открытые, прямые, да. Доброжелательно идешь по улице, тебя с другой стороны улицы машут рукой, могут подсесть к тебе в столик, ой, вы откуда, да, расскажите, да, вы на американца не похожи, да, вот так вот. Да. Вот. Что, например, для Лондона это вообще невозможно. Там народ закрытый, такой, вот, скученность высокая, просторы большие Соединенных Штатов, и наложили характер на американцев. У нас тоже просторы большие, а там мы где-то чем-то похожи. Вот. И их используют. Вот такая же ситуация в Соединенных Штатах, как в Украине с украинцами. То есть простой народ ни на что не влияет. Есть две мощных лоббистских организации, которые заставляют Соединенные Штаты работать в интересах. Первое — Израиля, и второе — европейцев. Трамп ведь правильно говорит. Но Соединенные Штаты, за счет Соединенных Штатов во многом содержится Европа. Если бы Европа сама платила за свою безопасность, там не было бы такого уровня. Точно не было. Это дорого стоит. И не говоря о том, что они сидят на подсосе у американской ФРС. Они их все время кредитуют краткосрочными обязательствами. Там у них есть программа для поддержания курса евро и доллара, стабилизационная. Но на самом деле она из-за нее, в общем-то, европейцы могут себе позволить вот это кредит взять, выпустить бонды, там, выдать 90 миллиардов евро Украины. Если бы не ФРС, они бы не могли этого сделать. Не помощь ФРС. Поэтому две организации лоббистов, и европейская, и израильская. Причем Соединенные Штаты, гегемон стал увядать. Раньше он мог себе позволить 2 наложниц содержать, а сейчас одну еле тянет. А сейчас и одну, и только один раз. Вот. И в связи с этим возникла жесткая конкуренция. Обратите внимание, Нетаньяху, Зеленский побывал во всех арабских странах вокруг Израиля. В Израиле он просился много раз. Зеленский еврей. И ему сказали нет. Нет. Нетаньяху не приезжал в Украину ни разу. Это паломничество западного мира, когда все туда ездят, жмут руки, фотографируются. Нетаньяху нет. Почему?
Но понятно, что есть личные отношения с Путиным, где они размениваются на какие-то вещи взаимные. Но есть еще и глобальная вещь. Это они конкуренты за американскую помощь. Вот они первый раз встретились на могиле у Грэма. Зеленский просился, чтобы сделали ему отдельную встречу с Нетаньяху. Нетаньяху отказался в Соединенных Штатах. И даже там отказался встречаться. И они просто пересеклись у могилы. Это все. Потому что конкурент. Потому что чем больше денег дадут и потратят на войну с Ираном, тем меньше помощи, оружия и всего остального даже в перспективе смогут оказать Европейскому Союзу в борьбе с Россией. Кстати, надо прямо называть, потому что то, что сейчас происходит на Украине, это война Европейского Союза или Европы, да, потому что там и Великобритания в значительной степени против России.